Наверное, каждому из нас хотелось бы вернуться в прошлое и что-то там изменить. Но современная наука считает, что это теоретически невозможно. Но есть ли определенные варианты, как сделать путешествие во времени реальностью? Физик Барак Шошини из Канады считает, что они существуют, и поделился своими размышлениями. Современное понимание времени и причинно-следственных связей исходит из общей теории относительности. Физики вполне уверены, что она дает точное описание причинно-следственной структуры нашей Вселенной. Но в то же время ученые много лет пытались использовать общую теорию относительности, чтобы выяснить, возможно ли путешествие во времени. Оказывается, можно написать уравнения, описывающие путешествия во времени, и они полностью совместимы и согласуются с теорией относительности. Но физика не математика, и уравнения бессмысленны, если они ничему не соответствуют в реальности. Аргументы против путешествий во времени. Есть несколько проблем, которые приводят нас к тому, что эти уравнения могут быть нереалистичными. Во-первых, возможно, для создания машины времени необходима необычная материя, то есть материя с отрицательной энергией. Но ее не так просто найти. Теоретически, ее можно создать только в небольшом количестве и на очень короткий период времени. Но нет никаких доказательств того, что ее нельзя создать в необходимом количестве. С другой стороны, могут существовать уравнения, которые позволяют путешествие во времени без использования необычной материи. Это значит, что эта проблема может быть связана с ограниченностью наших технологий или же недостаточным пониманием квантовой механики. Но есть еще одна проблема. Она связана с тем, что путешествия во времени противоречат логике в виде парадоксов путешествий во времени. Парадоксы путешествий во времени. Есть несколько таких парадоксов, но самыми проблемными являются парадоксы последовательности. Если вспомнить научную фантастику, то эти парадоксы появляются тогда, когда происходит определенное событие, которое приводит к изменению прошлого, но само изменение в первую очередь предотвращает само это событие. Представьте себе, что вы входите в машину времени, чтобы вернуться на 5 минут назад в прошлое, и уничтожаете машину времени. Если вы ее уничтожили, значит вы не сможете ей воспользоваться через 5 минут. Отсюда и получается парадокс. Если вы не можете использовать машину времени, то не можете и вернуться в прошлое, чтобы ее уничтожить. Значит, она целая, и вы можете вернуться в прошлое и уничтожить ее. Другими словами, машина времени уничтожается только тогда, когда она не уничтожается. Поскольку ее нельзя одновременно и уничтожить, и не уничтожить, этот вариант является нереалистичным и парадоксальным. Если это видео было для вас полезным, не забудьте подписаться и поставить лайк. До новых встреч!